Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами вновь говорим о HyperOS 3. Ведь относительно недавно она была презентована, но какого-то особого хайпа или же вообще заинтересованности в этом году к новой оболочке от компании Xiaomi особо не наблюдается. Ведь многие отметили, что это как такое переходное обновление с некоторыми свистоперделками, но так-то по факту и все. Выходят новые прошивки HyperOS 3, и в сегодняшнем видео мы ознакомимся с вами с тем, что же нового разработчики добавили. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Если вы помните, то на презентации было сказано, что лишь только в начале на Xiaomi 15 и смартфоны будет доступна эта прошивка, потом, по-моему, 17 сентября на другие смартфоны будет доступна, и с 30 сентября также там на очередную пачку с аппаратов будет доступна эта прошивка. Получается версия 3.0.0.21. Понятное дело, что это бета-версия, до стабилки еще далековато, но как бы есть о чем поговорить. Те, кто смотрели полный обзор HyperOS 3, я там сказал, что есть некоторые вопросики к тому, как оно работает, что по анимашкам есть некоторые нюансики, но что я вам могу сказать по сравнению с той первой версией, которая была, и вот уже 21 версия доступна на сегодня. Могу отметить, что с анимациями разработчики поработали, ведь все открывается очень быстро, никаких таких даже микрофризов не наблюдается, ну и я могу сказать, что это действительно победа в своем таком роде. Потому что многие, агрились, многие писали, говорили, что вот компания Xiaomi не хочет нам ничего делать, не хочет те же самые анимации улучшать. Но вот сейчас вы могли заметить, что даже малейших микрофризов не наблюдается. И да, для чистоты эксперимента показываю вам, что в разделе «Экран» у меня стоит, получается, герцовка по умолчанию, то есть смартфон сам подстраивается. К чему я это говорю, что тут не стоит у меня условно по умолчанию там сколько, либо 120, либо же 60, а просто система сама все это дело подстраивает. И могу отметить, что за время пользования этим аппаратом под управлением HyperOS 3, именно на этой версии бетки, которую я вам сегодня и показываю, я остался очень приятно доволен, в частности, работы анимацией. И я теперь могу отметить, что разработчики хоть долго запрягали всю эту историю в плане там анимашек, рассказывали, что это было очень сложно, то вот в этой версии действительно наблюдается тот факт, что разработчики не обманули. Опять же, нет гарантии, что они все это дело не растеряют до стабильных версий, да и вообще в принципе нет никакой гарантии, что и до глобалки нам все это добро дойдет. Но на сегодняшний день работает очень классно, и я лично остался доволен. Что теперь в целом по настройкам, по стоковым приложениям и прочему? Давайте с вами разберемся. Самое крутое, что мне понравилось именно в новой HyperOS 3, как разработчики скомпоновали раздел взаимосвязанность или же Interconnectivity. Получается, здесь у нас собрано все то, что позволяет выполнять всевозможные там, условно, синхронизации с другими там планшетами Xiaomi, с другими брендами, в частности Apple, и тому подобное. Ну и плюс еще, конечно, сюда можно ноутбуки подключать. Но вообще в целом эта история очень интересна тем, что мы тут с вами можем гибко настраивать и уведомления, и звонки, и всевозможные другие там взаимосвязанности можем настраивать. Также мы можем с вами настраивать и копирование с одного устройства на другой информации. В общем, это очень круто сделано. Также хотел на своем Redmi Book попробовать вот эту новую историю взаимосвязанности, о которой было сказано на презентации, но, к сожалению, у меня не запустилась данная тема, возможно, пока она в бетке находится, но в будущем есть надежда, что все же получится эту всю историю запустить. Плюс также проявляется такая тема, как Cross-Device камера, то есть мы можем условно запускать камеру на смартфоне и ее транслировать на планшет, и наблюдать вообще в таком режиме режиссера, как оно все выглядит. Вообще в целом в разделе камера и в HyperOS есть режим режиссер, но, как говорится, это совсем другая история. Далее, что еще из интересного можно заметить в новых обновлениях, это то, что в разделе AI поисковик у нас есть такая штука, как AI Search on Device Analysis. Получается, что мы с вами нажимаем на то, чтобы у нас искусственный интеллект проанализировал информацию на нашем смартфоне, соответственно, после этих действий он сможет нам выдавать более четкие результаты, в зависимости от поиска, который мы будем на нем выполнять, и в зависимости, конечно, от запросов. В целом история очень интересная, но опять же пока что только для Китая. Возможно, в будущем до глобалки также эта история дойдет.
Теперь, наверное, самое, крутое и вообще, в принципе, самое такое заметное изменение в новой HyperOS 3 — это раздел персонализация. Да, понятное дело, она схожа с тем, что есть на iOS, и ни для кого это не секрет, но в новой версии прошивки разработчики что нам добавляют? То есть, если раньше, условно, мы с вами выбирали какую-то обоину, и нам выдавало выбор, либо же мы ее применяем на экран блокировки, либо же мы там, получается, можем ее на оба экрана выбрать. И в новом обновлении разработчики нам дают возможность выбирать обоину либо как для рабочего стола, и как для, получается, экрана блокировки, при этом никакого дополнительного выбора там у нас вылезать не будет. Что либо так мы хотим, либо так. И да, это очень удобно, я считаю, что это прям напрашивалось, ибо те разделы, которые были до этого, мягко говоря, напрягали. Вообще, в целом, я вот поигрался еще и с кастомизацией на этом аппарате, на этой прошивке, и могу сказать следующее, что вот эти новые стили, которые были добавлены, действительно, позволяют немного как-то разнообразить аппарат, потому что еще со времен первой HyperOS ничего не менялось, и я лично ожидал чего-то нового в этой новой HyperOS 3. И вот, как видите, разработчики в этом плане не подкачали. Получается, по рабочему столу в целом бегло я вам рассказал что да как, но если мы с вами также еще зайдем в настройки рабочего стола, получим следующую историю. Если мы с вами выберем раздел поисковик на рабочем столе, разработчики его немного заредизайнили. Либо же я не помню, чтобы оно было в первой версии. В общем, суть в чем, что мы можем наблюдать. Либо у нас это будет компактная версия поисковика, либо же будет у нас спросить у Xiao AI, либо же стандартная полоска будет. Плюс еще также разработчики решили пойти по примеру Circle to Search, то есть, соответственно, если мы нажимаем с вами на полоску жестов, у нас тут будет что-то проявляться. Если дважды по ней будем нажимать, будет вылезать у нас поисковик Xiaomi. Да, понятное дело, что бренды и вообще, в принципе, мировые гиганты друг у друга что-то слизывают, там копипастят, переносят, и в целом главное, чтобы оно работало нормально и адекватно, без всяких там приколов. Также, возможно, еще многих будет интересовать такая уже заезженная тема, это если третий стиль у нас отображение объектов в недавних. К сожалению, тут этого нет. Опять же, ходили упорные слухи, что появится в самой первой версии HyperOS 3 эта история. Потом говорили во всевозможных китайских форумах, что это появится там через парочку обновлений. Но вот уже 2 обновления прошло после выхода HyperOS 3, и ничего подобного нет. Опять же, возможно, когда-то там в будущем разработчики это добавят. В целом по настройкам это было и все. Теперь что по стоковым приложениям. Получается, обновляют приложение галерея. Да, кстати, вы ее можете и на глобальную прошивку поставить, но будет она на английском языке. В чем тут у нас теперь суть этих всех нововведений? Первый момент, который появляется в галерее, это закрепленные альбомы. И вы сюда можете ставить все, что захотите. В целом очень удобно. Опять же, как будет на практике, это нужно поюзать. Далее. Стиль сортировки того, что мы хотим с вами видеть. Также разработчики добавляют все возможные вариации сортировок для лучшего взаимодействия с фотографиями. Опять же, те, кто очень активно пользуется галереей, вам это будет очень кстати. Те, кто не пользуется, логично, что вы даже эти все изменения и не увидите. Также еще было сказано, что поработали разработчики и над динамическим островком, и что как бы так, где-то там они добавят этот динамический островок в экран блокировки или же вообще в принципе в раздел дисплея. Но из того, что я полазил и поискал вообще в принципе в системе, я лично не заметил, чтобы у нас эта вся история проявилась. Потому что где-то там, видимо, оно скрыто, и пока что этот раздел у нас не активен. Потому что это лишь только у нас первые такие бетки. Больше ничего тут я, к сожалению, вам ничего не могу предоставить из интересного, потому что это вы уже все видели. И еще интересное, что я хотел бы вам показать. Если мы с вами зайдем в раздел «Плавающие окна», мы тут увидим с вами такую тему, как Conversation Bubble. Или же, получается, такие всплывающие уведомления, которые будут позволять открывать в таком маленьком окошке какой-нибудь мессенджер и там отвечать. Соответственно, данная тема была очень долгий период скрыта в оболочке HyperOS, в MIUI она была скрыта. И все же есть некоторая такая надежда, что в глобалке также этот раздел проявится, его можно будет отключать, включать, и в принципе с ним куда более удобно взаимодействовать. Также еще многие ожидают обновленное приложение камера.
Ведь разработчики обещали, что здесь будет версия у нас 7.0, но если мы с вами нажмем на версию, получаем 6.2.250.0. Да, как бы до версии 7 еще далековато, но где-то видел информацию, что разработчики также через энное количество обновлений эту 7-ю версию смогут добавить. Но опять же, я все-таки так считаю, что скорее всего 7-я версия камеры появится с выходом Xiaomi 16. Потому что там очень много, как обещают, будет реализовано всевозможных штук, которые связаны непосредственно с фотографией, с видео. Ну и туда, конечно же, нужно будет поставить новый софт. Потому 7-я версия камеры, скорее всего, будет там. Ну и что же, давайте теперь я подведу итог всему этому видео. По сравнению с первой версией я остался куда более доволен HyperOS, чем это было тогда. Улучшены анимации, поработали там по приложухам, поработали по мелким моментам, связанным там с кастомизацией, персонализацией и прочим. Это очень приятно. Но опять же, это бета-версии, нестабильные версии. Хоть говорят, что там и скоро будет HyperOS 3 Global, интересно посмотреть, что же будет там. Но на сегодняшний день, если все это дойдет до стабилок и до глобалки, это будет очень круто. Да, если у вас не флагман, будет сложно что-нибудь там оценить, ощутить из HyperOS 3, но я прям очень искренне надеюсь, что очень такого капитального нерфа по смартфонам не будет. Но опять же, это Xiaomi, и у них возможно все. Но если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.